Хорошо. How do we change this? Как же это все-таки изменить? How do you get healthy? Как же стать здоровым? Before I describe this, Перед тем, как я это объясню, I believe the same ideas, the same principles, ideas, я верю, что те же самые идеи you can take from the family and put it into the church family. Я верю, что вы можете взять это из семьи и поместить это в церковную семью. And the same things that make families healthy make church families То же healthy. самое, что делает семью здоровой, те же самые принципы, они работают и в церкви, и в семье. So try to make that connection, if you will. Поэтому, если хотите, сделайте вот это вот, свяжите это. Let's go back to my illustration of the 3 columns. Давайте вернемся к нашей диаграмме, к этим 3 колоночкам. Помните их, да? In healthy families, В здоровых семьях the rules we live by are: правила, по которым мы живем, следующие. you have a right to talk. У вас есть право говорить, право голоса. You can express how you feel. Вы можете выразить то, что вы чувствуете. As long as you do not insult your parents, insult people, call them names. Звать всех по именам. Не Insult. не оскорбляя, не обижая людей. Okay? You can express how you feel. Вы можете выразить свое чувство, рассказать, что вы испытываете. Without having your feelings discounted. И быть уверенным в том, что вашими чувствами не пренебрегут, над вами не посмеются. Now be careful again with our cultural differences. Опять, будьте осторожны с нашей разницей в культуре. But in America, healthy children, В Америке здоровые дети, we believe, мы верим, can say to parents, I'm very angry. могут сказать родителям, I'm я очень зол, я разозлился, I'm afraid. я испугался, I'm anxious. я беспокоюсь, I'm hurt. мне плохо, мне больно. In other words, you can talk how you feel. Другими словами, вы можете говорить о своих чувствах, что вы испытываете. Without your parents trying to talk you out of those feelings. И не бояться того, что ваши родители, они посмеются или скажут вам, что это все ерунда. I don't know if that's a cultural thing or not. Я не знаю, это что-то особенное наше или это везде так. The third rule is, Третье правило. I take responsibility for my behavior. Я беру ответственность за мое собственное поведение. If I make a mistake, Если я ошибся, with my parents' help, при помощи моих родителей, then I fix it. то я это, и родители мне помогут это все исправить. We call that taking responsibility for your own behavior. Мы это называем взятие ответственности за свое собственное поведение. I believe Я верю, one of the biggest mistakes American parents make одна из самых крупных ошибок, серьезных ошибок, которые совершают родители в Америке, is trying to be a perfect parent это когда они пытаются быть безупречными родителями and doing everything for the child и делать все для своих детей to the point до того, как the child never learns how to take responsibility for themselves. И вот такой ребенок, он не научится никогда взять на себя ответственность. Now that's a personal value. Это персональная ценность. Children ought to have jobs to do. У детей обязательно должна быть какая-то ответственность, какая-то работа, которую они должны делать. Make up their bed, etc. Допустим, заправлять постель за собой и так далее. Because this is just what our family does. Потому что так делается в семье. So that's taking responsibility for your life. Поэтому это как бы учиться брать ответственность за свою жизнь. We never blame anybody. Мы никогда никого не обвиняем. And if you grow up with these kinds of rules, И если вы растете с такого рода правилами,
as an adult, когда взрослеете, you do not have a difficult time trusting people. у вас не будет трудностей в том, чтобы доверять людям. Now let me say something very, very carefully. Позвольте мне сказать кое-что очень осторожно. And I know this is a big cultural difference. И я знаю, что это огромная разница в культуре. But if I were talking to American parents, Но если бы я разговаривала с американскими родителями, I would say to the fathers, я бы сказала отцам, your child's view of God ваш взгляд на Бога, взгляд вашего ребенка на Бога will be their view of you. Будет взглядом его на вас. The Bible talks about God being our Father. Библия говорит о том, о точке зрения, мы смотрим на Бога как на Отца. And little children's view of God, Father, И взгляд маленького ребенка на Бога как на Отца would be their view of their own Father. будет то, как он смотрит на своего собственного Отца. And if your father is cold and angry and punitive, И если ваш отец, он раздраженный, злой, you're going to see as God is cold and angry and punitive. точно так же вы будете смотреть на Бога, что Бог, он такой холодный, равнодушный, злой. Now, lay that on top of my statistic a moment ago. Давайте положим это как бы на поверхность моей статистики. 1 out of 6 children live without a father in the house. Вспомнив, что каждый шестой ребенок живет в семье без одного родителя. You see how that will translate into not trusting people? You see how that will translate into not trusting people? И видите, как это будет переводиться в недоверие к людям. And having a difficult time believing in God. И он будет испытывать огромные трудности в доверии и в вере в Бога. What that means, Что это означает? I believe in the church, Я верю, что в церкви, where there are a lot of single-parent families, где можно встретить много одиночных семей, children need to have adult men детям нужны взрослые мужчины, who can give this image которые могут взять на себя вот этот имидж, этот образ, that we would like to see them see God as. которые как бы дадут им пример того, какой Бог может быть. That's very difficult, I Это know, очень трудно, я знаю, but still very real. но это реально. I believe, again, Я опять же таки верю, as a therapist, как терапевт, one of the church's absolute responsibilities, одна из полных, абсолютных ответственностей not just baptizing people, не только крещение людей, but helping them to see но помочь им увидеть, how this makes one a new person, a new creation. как можно сделать нового человека, новое творение. And we must inspire our people И мы должны вдохновлять наших людей to become as healthy as they can be. Быть настолько здоровыми, насколько они могут быть. For two reasons. По двум причинам. One is for our children's sake, Первое, ради детей, as well as children who have no father image at home. точно так же, как вот ради детей, у которых нет примера отца в семье. And secondly, И во-вторых, if we don't look any different если мы не видим, не делаем никаких различий, and behave any differently than the non-Christian, и ведем себя так же, как нехристиане, why would they be attracted to us? почему бы они как бы, чем мы их можем привлечь? I believe in Acts chapter 2, Я верю, что в Деяниях во 2 главе, when the church expanded so rapidly, когда церковь возрастала так быстро, one of the reasons одна из причин, is these Christians went out and served other folks. когда эти люди, верящие в Бога, они вышли и служили другим людям.
And they were so attractive to non-Christians. И они были так привлекательны для нехристиан. It opened some doors to teach them. И это открывало двери для того, чтобы для христиан. So as a therapist, Как терапевт, I think we need to become as healthy as we can мы должны быть настолько здоровыми, насколько это возможно, to make the church healthy. чтобы сделать церковь здоровой. Okay, that's first column, rules we live by. Это первая колоночка. Правила, по которым мы живем. I heard number 1 and number 3. I probably heard number 2, but I didn't hear. Rules Yes. for healthy families. Rule 1 was you can talk, you can express how you feel, you take responsibility for your life, and you learn to trust. Is that the okay? Number 2 is what? Number 2 is you can express how you feel. You can talk, you can say I'm angry. Перепутали немножко Number 2, правила. nobody will talk you out of your feelings. You can hang on to your feelings. Thanks. Вот первое правило было в нездоровых семьях не говорить, в здоровых говорить, разговаривать. Второе было не выражать свои чувства. В здоровых семьях ты можешь выразить свои чувства. Okay, out of healthy family rules. Что касается правил здоровых семей, You are not given a particular script or role to play all the time. нет никаких правил стопроцентных, которые будут всегда работать. There are no rebels. In a healthy family, there are no rebels. В здоровых семьях нет никакого бунта, There are no lost children. никаких потерянных детей, There are no prince or princesses. никаких принцев и принцесс. And you can be a hero, И вы можете быть героем, a clown, клоуном, a doer, работником, whatever, anytime you want to. Золушкой, другим знаю, You can change scripts anytime. кем угодно, в любое время. Вы можете менять эти роли, как хотите. And because you're able to do that, И поскольку вы можете это сделать, there is no pain. нет никакой боли. And the purpose then of self-medication by alcohol and drugs И нет никакой основы для алкоголизма и для наркотиков. is not there. И поэтому нет для них базы. Barring any kind of a medical or a genetic problem, except for За исключением каких-то генетической предрасположенности. in America, В Америке these healthy families здоровые семьи very rarely очень редко. have children who grow up to be alcoholics or drug addicts. В этих семьях очень редко появляются дети, которые становятся алкоголиками или наркоманами. Now, put that into the church. Теперь давайте поместим вот это все в церковь. If you have a healthy church Если у вас здоровая церковь, that talk to each other, и там люди общаются друг с другом, can express their feelings, они могут выражать свои чувства, can take responsibility for their behavior, могут взять ответственность за свое поведение, никого не обвинять, and can play any role they want to. и могут играть любые роли, какие им только нравятся. Why wouldn't you have a healthy church? Почему же церковь-то не быть здоровой? Do you see the difference between what we call an unhealthy and a healthy family? Вы видите разницу между тем, что мы называем здоровой семьей и нездоровой? Now, I haven't told you how to do it yet. Я вам еще не сказал, как этого добиться. I'll do that in a moment. Я это сделаю через какое-то время. Let me talk briefly about, I know, a big cultural difference in America and Russia. И я знаю, что существует огромная разница в культуре между Америкой и Россией. And I'll have to ask for a lot of forgiveness. И я должен вас попросить бесконечно меня прощать, If I don't portray this appropriately.
если я не представлю это правильно. In America, В Америке a parent родители typically типично, обычно want their children to grow up and leave home. хочет, чтобы ребенок вырос и ушел из дома. In fact, our job И фактически наша работа, наша задача is to teach our children так учить и обращаться с детьми, so they can become an independent adult. чтобы они стали независимыми взрослыми. Humorously, Юмористически, my relationship with my wife is different than with my children. мои взаимоотношения с моей женой не такие, как с моими детьми. I raised my children to let them go. Я вырастил своих детей для того, чтобы они ушли. I did not raise my wife to let her go. Я не ращу свою жену, чтобы она меня бросила, ну, чтобы она ушла. When the Bible talks Old and New Testament, Когда Библия говорит, ну, в Старом Завете, в Ветхом Завете, that you are to leave when you marry, когда ты женишься, you're to leave your father and mother, оставь отца и мать своих, cleave to your spouse, прилепись к своей жене and become one flesh. и стань с ней одна плоть. If I were talking to American parents Если бы я разговаривала с американскими родителями or young adults who were planning to get married, или с молодыми людьми, которые планируют пожениться, I would talk about when you marry. я бы им сказала, когда вы женитесь, Now remember, this is America. помните, это Америка. When you get married, Когда вы женитесь, move 1,000 miles away from your parents уезжайте на сотни миль от своих родителей and tell them, и скажите им, don't visit until you're invited, не приезжайте к нам до тех пор, пока мы вас не пригласим. and don't invite them for a year. И не приглашайте их год. I don't know how you do it here in Russia, Я не знаю, как вы в России это делаете, but when your children grow up, но когда ваши дети вырастают, I don't care if they live in your flat. Может быть, они живут с вами вместе в квартире. There has to be a pulling away from mom and dad for them to be an adult. Но они должны быть отделены от мамы и папы для того, чтобы им стать взрослыми. Now again, I'm talking about cultural differences, and I don't understand all of it. Но и опять же таки я не понимаю многих нюансов вашей культуры. But again, in America, Но опять же таки в Америке, if a marriage если брак is held together only by the children, если брак этот как бы держится только на детях из-за того, что дети в семье, when the last child moves out, когда последний ребенок покидает семью, the marriage falls apart брак разрушается, because that's all that's holding it together. потому что дети — это единственное, что ее держало, эту семью. I believe that's unhealthy. Я верю, что это ненормально. That's why raising my kids to turn loose is different than my relationship with my wife. Поэтому я по-разному отношусь к своим детям, то, как я их ращу, и по-другому к своей жене. Another problem that we have, Другая проблема, которая у нас есть, if children don't move away somewhat, если дети не уезжают, не покидают семью, and if there's a very strong bond between the child as an adult and the parents, и если существует очень сильная связь между ребенком, уже ставшим взрослым, и родителями, and this child marries, и этот ребенок женится, the new in-law или выходит замуж, что как бы те родители, feels left out. то родители чувствуют себя покинутыми, брошенными. So it's difficult for the new married couple Поэтому очень трудно для новой брачной пары to really create their lifestyle. создать свой собственный стиль семьи. Then when they have children, И когда у них появляются дети, the grandparents, of course, are identified with their child and grandchildren, и уже родители, они становятся бабушками и дедушками, относятся к ним как к детям, как к внукам. and the in-law is always the non-blood relative. The in-law, the daughter-in-law,
son-in-law. то свекровь или даже, как они называют, невестка и зять. So the in-laws являются такими близкими. is never a blood Он relative. считает каждого. Они уже все. So that's the enmity between in-laws in America. Вот как бы вот у нас в Америке такая тонкость существует. Does that make sense? Для вас это приемлемо? У вас также чужаки. So the in-law many times becomes the one family's blame. Поэтому вот эти некровные родственники, они являются чужими вообще. Humorously, Шутку. you know the difference between in-laws and outlaws. Вы знаете разницу между кровными и некровными, да? Outlaws are wanted. How are the translate? Их разыскивают. Okay, forget it. Tell them bad joke. По телевизору. Неудачная шутка. Преступника разыскивают. Аутло — это преступник вообще. Sorry. You want to talk about that? Ну что-то, видимо, как у нас тещи, да? Any questions or reactions so far? Какая-то реакция или вопросы уже к этому моменту появились? While you're thinking, the second most dangerous period for divorce in America is when the last child leaves home. И в Америке как бы второй, самый серьезный, самый опасный период для разводов – это когда последний ребенок уходит из семьи. And the reason is just what I've described. И вот по той причине, по которой я сейчас описал. Just as a note for the cultural differences that you continue to point out, would you say that in the last 30 or 40 years, what you would describe as a healthy environment and what would be expected of a healthy family would be different maybe from what it would have been 40 years ago in America? Yeah. When I was a child, Когда я был маленький, the unhealthy families that I just described нездоровые семьи, про которые я рассказывал, probably did not divorce. возможно, не разводились раньше. They just lived Они просто happily жили forever. вместе, несчастливо вечно. They fought all the time. Они все время воевали друг с другом. I call them single married. Я их называл женатые одиночки, Live at the same address, живущие по одному тому адресу, eat at the same table, едящие за одним и тем же столом, but sleep in different bedrooms. но спящие в разных спальнях. That's not what God wanted. Это не то, что хочет Бог. Thank you. Any other questions or reactions? Вопрос. Я работал 15 лет в школе, был 15 лет классным руководителем. Я сделал такой вывод, что в России существует какая-то неоспоримая истина, которая мешает людям быть счастливыми. Первое. Если один ребенок в семье, то такая семья неполноценна и не может быть счастливой. Вторая проблема. Если родители мало зарабатывают, и семья считает себя бедной, то они считают, что они не могут быть счастливы. Есть ли такая проблема в Америке? I hope all of you heard the question. Вы слышали все вопросы, да? Все слышали вопрос, который задали? Our problem in America Наша проблема в Америке, related to money конечно, связана с деньгами. is very complex. И она очень сложна. The most miserable families that I know, И самые несчастные семьи, которые я знаю, quite well-to-do, very well-to-do, они
на самом деле богатые. are the most miserable people in the world. Самые-самые несчастнейшие люди в мире. Money Деньги does not make you happy. не делают вас счастливыми. Seems the Lord talked about that. И Господь об этом говорит, помните, да? Your children don't make you happy. Ваши дети не делают вас Your счастливыми. spouse doesn't make you happy. Ваш спутник жизни не делает вас счастливым. Your house or your car doesn't make you happy. Ваш дом, ваша машина, они не делают вас счастливыми. And happiness comes more from this internal thing. И эти вещи, и счастье, оно приходит из другого источника, из личного. Let me give you an insight. Позвольте мне пояснить это. In counseling with people who are non-believers of any type in America, Консультируя людей, которые являются неверующими в Америке, I have a very difficult time. мне было очень-очень трудно, There are no values and no foundation to build on. потому что там не было основания, на котором можно строить. That proves to me И для меня было это понятно, that our faith что наша вера gives us the foundation дает нам основания for the only real happiness. для единственного способа быть счастливым. That's a very difficult lesson to learn in America. И это очень трудный урок, который можно только выучить в Америке. Our whole system is built upon buying. Вся наша система, она построена как бы на торговле, на покупании. Whether we can afford it or not. Можем мы себе это позволить или нет. Expecting to get happier if we get a better car, a better apartment. Ожидая, что мы будем счастливее, если у нас будет квартира еще лучше, если машина наша будет еще лучше, Better clothes, лучше одежда etc. и так далее. And we chase the most false myth И мы преследуем вот этот фальшивый миф, that you can imagine. который только вы можете себе представить. I believe the church is the only place И я верю, что церковь является единственным местом in my country в моей стране, that will help turn this around. которое может нас развернуть, повернуть. The end product of that, the conclusion of that, И в заключении, как бы, вывод из всего этого, is a very materialistic, self-centered society. что наше общество, оно очень материалистично и самодостаточно, эгоистично, Which makes you the most unhappy people imaginable. которое делает вас самым несчастным человеком, который только может представить. That's a message that's hard to live with or describe in America. И это то, что трудно описать, и то, что трудно, трудно с этим жить. I'm not smart enough to figure the rest of it out. И я недостаточно смышленый, чтобы... Wesley Jones can explain it. Джон Весли может это объяснить лучше. Если брак становится single married, то есть тогда идет речь о разводе. Как в этом случае это соотносится с библейскими принципами о том, что развод в принципе... А вы говорите о христианском браке, да? Да. Если он приходит в тупик на какой-то стадии, и становится действительно раком. Let me put my therapy hat on to answer that first. Let me take it off. Let me take my therapy hat off first. Позвольте мой терапевтический взгляд сначала. Obviously, in the beginning, God said one man and one woman. В самом начале Бог создает и говорит об одном мужчине и одной женщине. And that's the perfect idea. И это совершенный идеал. But there are no perfect places or perfect people in this world. Но в этом мире нет ни одного совершенного места и ни одного совершенного человека. Let me put my therapy hat back on. Put my therapy hat on. Let me play as a therapist. Let me talk like a therapist. Я рассуждаю сейчас как теоретически, как терапевт. If you're going to have a good marriage, it takes both of you. Если вы хотите иметь хороший, совершенный брак, вы должны работать оба.
And both of you may have gone into this with the perfect ideal that we're committed for life. И оба, вот вступающие в брак, должны иметь представление о том, что такое является браком, и как бы идти к этому, работать над этим. And somewhere along the way, one person decides to break the covenant. И вступить в этот завет. Но, допустим, кто-то решает нарушить этот завет. The one who does not want to break up the marriage Тот, который не хочет разрушать брак, is totally powerless. абсолютно бессилен что-либо сделать. That's hard. Это очень тяжело. It's tough. Это сложно, жестоко. And it's one of the most difficult kind of counseling that I do. И это один из сложных вопросов, с которыми я сталкиваюсь, когда консультирую. Where one says, I'm committed to this for life, but one leaves. Потому что один решил посвятить всю свою жизнь этому браку, а второй решает уйти. What can I do to get them to come back? Что я могу сделать, чтобы вернуть? The answer is Ответ nothing. – ничего. And that's hard. И это ужасно. And that happens with non-Christians and Christians. И это случается как с христианами, так и с нехристианами. You didn't want it, you didn't expect it, Вы этого не хотели, вы этого не ожидали, but this unfairness was thrust upon you. но эта несправедливость, она просто свалилась на вас. So we have to just teach people Поэтому мы должны просто учить людей, to deal with it, to cope with it. как-то справляться с этим, что-то с этим делать. And that's difficult. И это тяжело. For another reason. По другой еще причине. In America, there is a feeling В Америке существует как бы чувство, that if you're not married, you're not a complete person. что если вы не женаты или не замужем, то вы не совершенный человек. Ну, что-то, короче говоря, вам не достает. Horrible myth. Неполноценный, да, ужасно вообще. Now, I cannot see myself being single. Я не могу себя представить неженатым. But Но I have two daughters who are single. у меня две дочки, они не замужем. They choose to be single. Они выбрали не выходить And you can be замуж. single and a whole person. Вы можете быть одиноким и вместе с тем быть полноценным. I don't know if that helps. Я не знаю, как бы, насколько это помогает. Ну, One more, yeah. но в браке, я эту мысль закончу, но в браке, когда брак становится single married, в этом случае развод это оправдан, да, с христианской позиции, да? I never translate. I do not recommend divorce. Я не оправдываю развод, не рекомендую его. But I know for a fact Но я знаю, что есть факт, that one person can divorce their spouse, что человек может развестись со and своим супругом. that's their choice. И это его выбор, его решение. Как церковь должна относиться к человеку, который развелся? Будучи христианином, он развелся. Boy. Ой, Это же грех. я думаю, что Бог разводов не хочет. And he hates divorce, Он ненавидит разводы. but it's not the unpardonable sin. It is a forgivable sin. Но этот грех прощаемый, его можно простить. As a therapist, Как терапевт, I don't have a single solution to that complex problem. на эту сложную проблему у меня нет единого решения. So my journey has been my direction, my journey И мое направление, моя работа is to teach people to get married for life помочь людям жениться на всю жизнь. by way of Что бы там ни было. I have 2 classes twice a year for engaged couples. У меня, значит, я провожу занятия 2 раза в год для обручившихся людей. In the 2 churches where I worked for 15 years,
в 2 церквях, в которых я работаю 15 лет. I taught every Sunday and every Wednesday night. И каждое воскресенье, каждую среду вечером я учу. And at least one week night. И по меньшей степени раз в неделю. Classes on how to have good marriages. Я учу в классе, как иметь здоровый брак. With the hope of preventing divorces. Как предотвратить разводы. Еще в вашем учении тогда Евангелие от Матфея, 19 глава. Как вы ее исследуете? Я в это верю. Как вы учите, насколько вы учите людей следовать тому, что говорит Иисус в этой главе? See, we're getting into splitting. I can't give you all the explanations for that. Wait a second. I can't give you all the Я не могу вам дать объяснение. Except in America. За исключением того, что в Америке There is a very strong case from the Greek and Hebrew language. В переводе с греческого и еврейского языка есть очень сильные обоснования. The Matthew statement, Утверждение Евангелия от Матфея, the one exception for divorce, одно исключение для развода, is more than just a sexual immorality. больше, чем сексуальная и моральная неверность. It really includes sexual immorality, Конечно, это включает сексуальную моральность, but just violating the whole covenant of marriage. но как бы секс он не составляет же For example, только секс основа. in the Old Testament, Например, в Ветхом Завете God divorced Israel Бог развелся с Израилем, because they committed adultery потому что они впали в грех, with other gods. прелюбодеяние с другими богами. That was not a sexual act. Это был не сексуальный акт. What it was, they violated the covenant with God. То, что было, это они пренебрегли, отвергли завет с Богом. Which says to me as a therapist И мне, как терапевту, это говорит, that this exception of fornication as being the only reason for divorce что это исключение не является единственным обоснованием для развода. can include that act and other acts. Это может включать вот этот акт и другие поступки. Example. Например, In Ephesians 5, в 5 главе Ефесянам, when Paul gave us the model of the husband and wife где Павел дает нам модель мужа и жены, related to the relationship of Christ and the church, связывая это с взаимоотношением Христа и Церкви, that is the model. вот эта модель. To the point that Christ treated the church И вот как Христос относился к Церкви, in a way that everything he did was for the good of the church. и все, что он делал, все это было для блага Церкви. He never mistreated the church, Он никогда не оставлял, не предавал Церковь, beat the church. никогда не бил ее. He did everything possible to make the church function. Он делал все возможное для того, чтобы Церковь функционировала. That to me is the covenant of marriage. Вот для меня это и является основой брака. I'm putting my therapist hat on. Теперь я называю терапевта себя. And please forgive me if this doesn't sound right. И, пожалуйста, простите меня, если But I don't неправильно believe, звучит. in America, В Америке I don't believe God wants a woman to stay in a marriage whose husband beats her. я не верю, что Бог хочет, чтобы женщина оставалась замужем за человеком, который ее бьет. He has violated the covenant of marriage. Потому что он нарушает завет, он нарушает
брачный завет. And that is a non-sex adultery. И это не является сексуальным актом, это не прелюбодеяние. See how complex this can get now. И вы видите, как это, насколько сложно это может быть. And so for a simple answer to cover everything seems impossible. И невозможно вообще. И то есть такой женщине, которую бьют, и она разводится, будучи христианкой, вы ей рекомендуете и говорите, что она может вступить в повторный брак? Okay. Все, ваш ответ. No, that's not my answer. Нет, это не мой ответ. То есть он If a man, as a therapist, Christian therapist, Как христианский терапевт. if a woman comes to me and her husband physically beats her up Если приходит ко мне женщина, и она говорит, что ее бьет муж, to protect her life, я говорю, I защищай свою жизнь. recommend she moves out, Я бы ей порекомендовала, чтобы она ушла, not divorce. не развод. Now he may ask for the divorce, and he may get it, but she doesn't. Он может хотеть развода, он может требовать этого, но она... These are very tough decisions. Это очень жестокое решение. Yes, sir. Погромче, пожалуйста, вопрос. Да, следует по-английски. Earlier when you said that marriage, if one person wants the marriage and the other doesn't, you said that there's nothing you can do. Вы вот сказали перед этим, что если, допустим, в браке один хочет уйти, другой хочет, чтобы тот остался, вы сказали, что ничего нельзя сделать. But there's prayer. Но ведь есть молитва. And I think a lot of times we don't believe in the power of prayer. И я думаю, что очень часто мы просто не верим в силу молитвы. And I've seen marriages that were like this only because of prayer. They came back together. И я думаю, что множество семей, оно может соединиться только благодаря силе молитвы. Let me tell you a story. Позвольте мне историю рассказать. There's a large university in California called Fuller's University. В Калифорнии есть большой университет. It's a religious institution. Это религиозная организация. It's the only graduate school in psychology И они выпускают психиатров of a religious nature с религиозной подоплекой. that has American Psychological Association approval. И они имеют как бы все регалии быть религиозным психиатром, психологом. They're trying to blend the field of psychology and the field of religion and doing it very well. И они пытаются соединить две сферы, религиозную сферу и психологическую. They did a study that was phenomenal. Они делают потрясающие просто исследования, феноменальные. And I have done this as well. И я тоже этим занимался. They have brought people in Они берут людей with all kinds of problems с разного рода проблем in a big support group. В такую группу поддержки. And have said to the person going through horrible stuff in their life, И говорят человеку, который проходит через трудные испытания в жизни. everyone right here in this group, И каждый в этой группе, every hour, on каждый every час day, и каждый день, wherever we are где бы мы ни были, going to stop and pray for you. мы остановимся и будем молиться за тебя. Incredible changes И невероятные изменения, that they have seen которые они видели, blow this away. вышли на поверхность. Now, I've done this as a therapist. Я делала это как терапевт. Get a group of people in, a person going through a divorce, a death, Собирал a группу loss, с людьми, которые прошли через разводы, через стрессы. get a group together. Собирал группу вместе. And these people, at a given time, every day will pray for that person. И я собирала вот эту группу поддержки и просил молиться за вот такого человека. Great changes.
огромные изменения. That doesn't mean you don't work at it. Это не означает, что вам ничего не нужно делать. That doesn't mean you don't use good sense and deal with it. И не означает, что вам не нужно здравый рассудок применять. One of the greatest psychiatrists in America, Один из наших великих who teaches at Johns Hopkins University, психологов, которые преподают в университете Джона Хопкинса in the field of drug and alcohol therapy, в сфере наркотиков и алкоголизма, recently said, недавно сказал, we are overlooking the greatest intervention to change alcoholism. мы пытаемся найти решение проблемы алкоголизма, And that is the power of conversion. но она находится в силе обращения. Why don't we do this more? Почему бы нам не делать это чаще? We're overlooking the greatest power there is. Мы пренебрегаем такой великой силой, которая существует.